Сегодня мы вам расскажем о всех видах волков нашей планеты, от вымерших призраков прошлого до тех, кто все еще сражается за выживание рядом с человеком. Начнем с японского волка, с острова Хонсу. Этот вид был самым маленьким волком в истории, размером всего лишь с крупную собаку, и фермеры его ценили и даже любили, потому что он уничтожал оленей и тем самым спасал урожай. Однако после вспышки эпидемии бешенства люди испугались, начали видеть в нем угрозу и стали массово травить волков ядом, в результате чего в 1905 году был убит последний представитель вида, и сегодня в мире сохранилось лишь 5 музейных чучел. Монгольский волк считается священным животным степей и, по легендам, является потомком самого Чингисхана. Он живет в пустыне Гоби, где температура колеблется от -40 до +40 градусов, охотится стаями на газелей и даже верблюдов, за одну ночь способен пройти до 60 километров, а его глухой и пугающий вой слышен на расстоянии до 10 километров. Эфиопский волк — огненно-рыжий хищник Африки, обитающий выше 3000 метров в горах Эфиопии, где он охотится на гигантских землекопов, грызунов размером с кролика, и при этом является самым редким псовым на планете. Поскольку в живой природе осталось менее 500 особей, а основная причина вымирания — бешенство, которое заносят бродячие собаки из соседних деревень. Александровский волк — черный призрак островов Аляски, меньше обычного серого волка, но значительно агрессивнее и способен убивать оленей вдвое крупнее себя. Он плавает между островами, ныряет за рыбой как выдра, и сегодня на архипелаге Александра осталось около 900 особей, чье последнее убежище уничтожают лесозаготовки. У аравийского волка огромные уши, работающие как радар. Они улавливают движение за сотни метров и помогают охлаждаться в пустынной жаре. Этот волк может неделями жить без воды, получая влагу из крови добычи. Однако некогда многочисленный вид почти исчез из-за браконьерства и истребления ради защиты скота. Рыжий волк — самый вымирающий хищник Северной Америки. В дикой природе осталось всего около 15 особей, что меньше, чем панд. Хотя когда-то он был обычным видом от Техаса до Флориды, люди почти полностью уничтожили его ядом и пулями, и этот волк уникален тем, что является древним природным гибридом волка и койота возрастом в 1000 лет. Восточный волк меньше западных гигантов, но значительно хитрее, предпочитает ловить быстрых оленей в густых лесах вместо охоты на лосей. Он тоже является природным гибридом волка и койота, возникшим около 900 лет назад. Однако люди уничтожили 97% его ареала всего за 100 лет, и сегодня около 230 особей пытаются выжить в лесах Канады. Индийский волк — полная противоположность северным собратьям, с короткой шерстью вместо густой одиночной охотой вместо стайной и способностью выживать при температуре до +45 градусов. Он часами преследует антилоп в пустыне, живет рядом с людьми и почти не трогает скот, но его численность сократилась до примерно 2000 особей после британского истребления. Итальянский волк — живая легенда Рима, тот самый, что, согласно мифу, вскормил Ромула и Рема. Люди почти уничтожили его, и к 1970 годам осталось меньше сотни, однако вид сумел восстановиться самостоятельно, и сегодня его численность превышает 3000 и продолжает расти. Степной волк играет ключевую роль в сохранении экосистем, предотвращая превращение степей в пустыню, поскольку без него сурки и суслики уничтожили бы всю траву за несколько лет. Он охотится на грызунов, контролирует их численность, следует за мигрирующими стадами, проходя десятки километров за ночь, и выдерживает как -40 зимой, так и +45 летом. Волк Эзо был вдвое крупнее своего южного родственника, обладал огромными клыками,
но не представлял опасности для людей. Однако в 1868 году фермеры начали использовать отравленные приманки со стрихнином, и уже к 1889 году последний волк был найден мертвым. Вид исчез навсегда. Арктический волк не боится людей. Поскольку на него никогда не охотились, к нему можно подойти вплотную, он выживает при минус 50 градусах, охотится по слуху и запаху в полной темноте полярной ночи месяцами, стаями из 5, 10 особей валит овцебыков, а затем неделями голодает до следующей охоты. Иберийский волк Испании, единственный с черными отметинами на лапах, к 1970 годам его численность сократилась до 400 из-за охоты, но после запрета на отстрел популяция выросла до 2500. При этом его стаи меньше северных и состоят всего из 3-6 волков. Волк Великих Равнин был легендой американских прерий. Индейцы говорили, что 3 волка могли убить любого бизона. Они следовали за миллионными стадами от Канады до Техаса, но в 1878 году начали платить за каждого убитого, и к 1922 году последний был застрелен, исчезнув вместе с бизонами. Волк скалистых гор способен бежать 60 километров без остановки. К 1930 годам был полностью истреблен ядом и ловушками. Но в 1995 году 66 волков вернули в Йеллоустон, после чего экосистема ожила, олени ушли, деревья выросли, реки изменили русло, и сегодня их около 1600. Мексиканский волк, самый редкий в Соединенных Штатах Америки, к 1970 годам полностью исчез в дикой природе, осталось всего 7 особей в неволе, которых начали разводить, и в 1998 году первых выпустили обратно в Аризону. Сегодня в природе живет около 257 волков, и каждый имеет значение. Туманный волк побережья Канады — один из самых скрытных хищников Земли. Он ловит рыбу лапой, как медведь, ест морских птиц, плавает между островами до 10 километров без остановки и является единственным морским волком в мире. Однако вырубка лесов и охота сократили его численность до примерно 2000 особей. Евразийский волк — самый распространенный на планете, обитающий от Западной Европы до Дальнего Востока Азии. Западная Европа истребила его к концу XIX века, но восточные популяции выжили и начали расширяться, и сегодня волки вернулись в Германию, Францию и Нидерланды после века отсутствия. Гималайский волк живет выше всех остальных. Охотясь на высоте до 5000 метров в Тибете и Гималаях, где почти нет кислорода, он генетически уникален и отделился от других волков около 800 тысяч лет назад. Однако осталось менее 1000 особей из-за браконьерства и конфликтов со скотоводами. Черный волк Флориды был одним из крупнейших на юге. Полностью черная шерсть делала его легко узнаваемым. Он жил в болотах и охотился на оленей и кабанов. Но поселенцы считали его угрозой для детей и скота, и в 1908 году убили последнего. Волк каскадных гор с уникальным рыже-коричневым окрасом охотился в горах от Канады до Орегона, но был истреблен к 1940 году, а отдельным подвидом его признали лишь в 2005 году, спустя 65 лет после вымирания, когда изучать было уже нечего. Северо-западный волк является крупнейшим живым волком на планете, весит до 80 килограммов. Сила его укуса сравнима с ольвиной. Он живет в стаях до 30 особей, что является рекордом среди волков, охотится на лосей, бизонов и овцебыков. И сегодня его численность достигает почти 10 тысяч от Аляски до Канады. Бледно-серый волк Гудзонова залива, арктический охотник,
Такой же крупный, как северо-западный, но почти белый, он живет в суровой канадской тундре, охотится на карибу стаями и способен разгоняться до 65 км в час по глубокому снегу. Лабрадорский волк, третий гигант севера, обитает на полуострове Лабрадор, имеет серо-белую шерсть для маскировки и охотится на мигрирующих тысячами карибу, а благодаря удаленности от людей сохранил стабильную популяцию. Ужасный волк — не выдумка, а реальный хищник, живший 10 тысяч лет назад рядом с мамонтами и саблезубыми тиграми. Его укус был в 3 раза сильнее львиного и дробил кости бизонов ради костного мозга. Он вымер вместе с мегафауной, но ученые смогли воскресить его клонированием. Кенайский волк был одним из крупнейших в истории, ростом с человека при поднятой голове, жил на полуострове Кенай на Аляске и охотился на гигантских лосей. Но после открытия золота в 1895 году люди пришли с ядом, и к 1915 году вид был полностью уничтожен, оставив лишь 5 черепов. Волк Бернардо был самым высоким волком за всю историю планеты. Белым с черной полосой вдоль спины, жил на удаленных островах Канады и охотился на карибу. Однако охотники за ценными шкурами уничтожили всех всего за 34 года, и к 1993 году вид исчез полностью, не оставив ни одного живого волка и ни одного следа. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.